Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Второй прогноз, что скоро, а возможно и неожиданно случится или произойдет в вашей жизни. С чем будут связаны события ближайших дней и буквально до 31 или по 31 декабря. Цыганский старинный пасьянс, что со дня на день, то есть буквально в ближайшее время. Вот давайте узнаем, что там спешит на ваш порог, в вашу жизнь, с чем будут связаны ближайшие события. И по части событий нам очень хорошо сейчас прямо покажут карты цыганского старинного пасьянса. Даже не зная карт, уже изображение нас ориентирует на то, что может происходить. Конечно, останемся реалистами, всегда говорю об этом. Хоть объединяет один знак зодиака, но судьба у каждого своя. Поэтому переложим то, что нам покажут карты, на то, что у каждого сейчас происходит именно в вашей жизни личной. Какие подсказки нам дадут карты. Смотрю я, смотрите и вы. Что там случится, что произойдет до 31 декабря. С чем связаны события? А я вас хочу пригласить на свой сайт «Кармический декабрь», последняя статья. Перейдите, прочитайте, потому что это не просто очередная статья, а как кармический урок. Это такая подсказка важная не до конца года, а именно больше ориентирует на 26-й год. У вас якорь выпадает, поэтому это, знаете, стабилизация какая-то. Якорь – это еще и уверенность, безусловно. Может быть, это вы сразу несколько сфер жизни, так вот переосмысляете, и вот у нас следующее значение, как закрытый путь. Вы сами можете какое-то дело, кстати, довести, до какой-то конечной точки, когда уже вы это закончили, и вы будете, тогда воодушевлены этим хотя бы только лишь потому, что какая-то путаница уходит из вашей жизни или ситуация какая-то стабилизируется, и вы понимаете, что вот уже назад, прошлое, уже как будто дороги нет, но вас это радует, потому что первое значение – якорь. Вам это приносит, какие-то блага или, как минимум, удовольствие. Больше порядка в целом. А мы как раз занимаемся тем, что мы, как-то обустраиваем свою жизнь, как и декабрь, так и где-то январь в том числе, потому что это у нас период ретро-урана. Ретро в Тельце до 4 февраля. И Уран как будто последний заход делает с Тельца, чтобы помочь знаком зодиака стихии Земли и воды, мои дорогие. Поэтому к вам это имеет отношение, чтобы жизнь пошла с правильной ноги. Месяц. Тут есть еще какие-то неопределенности, поэтому часть вопросов вы как будто бы решаете. И явно вы остаетесь этим довольны. Может быть, я не исключаю, кстати, смотрите. Я только что заметила. Это может быть такая конфигурация, потому что у вас выпадает еще и колокол. Вот, кстати, у вас не одних выпадает это значение. И по колоколу это всегда какие-то внешние новости, внешние пусть и события. Но это не мы инициировали, а это то, что мы слышим, видим, происходит вокруг нас. Значит, это имеет для вас какое-то значение. Может быть, это какое-то известие по части у кого-то из вас, почему был закрыт путь, да. Может быть, это и вы, как бы два разных события, не связанных между собой, но это то, что все равно мы слышим или видим, то, что происходит вокруг нас, и, может быть, это вам нужно как-то увязать со своими планами. Вот я такое могу предположить. А у нас тут не происходит ничто случайно. И если что-то и происходит, значит, это, знаете, как нам задача что-то переосмыслить. Вот интересно, нож выпадает. Нож – это ссора. Может быть, это ссора, которая была до этого времени. И, может быть, вот этой ссоре, кстати, закрытый путь. Вы можете услышать какую-то новость о человеке. Или какая-то, неожиданное, может быть, событие. Даже не обязательно средства массовой информации. Это могут быть и люди, которые вам приносят какую-то новость или
случайно даже, да, случайный попутчик, какая-то мысль, кем-то высказанная вслух, а для вас она имеет значение, потому что какой-то пазл сходится. Точно сходится что-то у вас, мои дорогие. Посмотрите, колчан со стрелами. И это полное исполнение желаний. Ну, вот так вот не очень просто, как бы, да, но вы все равно приходите к полному исполнению желаний. Я не берусь судить, насколько оно полное, будем реалистами. Но если мы о картах пасьянса, потому что тут есть, допустим, корабль, это просто исполнение желаний, а вот это полное, ну, по крайней мере, так прописано. Поэтому у вас что-то очень важное сбывается, организуется, или вы сами, может быть, это будете организовывать, но вы понимаете, что для чего мне это было нужно. Ну, пару слов, наверное, все-таки скажу, а вот вы, правда, перейдите, кому интересно, поподробнее. Потому что у меня есть 2 статьи. Одна «Коридор возможностей». Я там прописываю, ну, как бы попыталась соединить и планетарные транзиты, и нумерологию. На вот и сейчас это конец года, но это имеет значение на продолжение на 2026 год. Подсказок явно будет больше. Но если мы о декабре, он проходит вот именно, окончательный вот этот завершающий период до конца года. Он у нас, допустим, в районе 12 числа еще такой, знаете, как какая-то заминка, пауза, задержка, нам кажется, ну вот что-то не получится. Или, ну вот опять все что-то непонятно, потому как опять какие-то или барьеры, или шлагбаумы, ну вот такие, иносказательно я, конечно, говорю. Или не то получится, не то нет, какое-то дело. И то, что вы планировали, возможно, да, уже какие-то сроки даже, может быть, для себя определили. Вот тут и сроки могут смещаться, опять же, из-за задержек. Но 21-го плюс-минус тоже пару там сколько-то дней, здесь мы наоборот можем получать уже известие, что нет, мы в теме. А какая-то история или, может быть, это по вашим ожиданиям, может быть, это у кого-то документы. Нет, тут это все равно продолжается. Или я допускаю итоговый декумент. Мы тоже можем получить сообщение. Ну и, видимо, в зависимости от этого вы будете уже корректировать что-то. Однако 28 декабря опять пауза. То есть, понимаете, это как время без навигации. Вот правда, так где-то немножко вслепую на ощупь. Но у вас великолепная интуиция, поэтому я так думаю, вы все равно вырулите на обгон. У нас время такое, когда что-то не укладывается в грань нашего вообще восприятия, понимания, в рамки разумного, а подсознание, вот в данном случае интуиция, дает правильные подсказки. Смотрите, в нашем пасьянсе мы можем соединять карты в крайних рядах, по горизонтали, по вертикали. Цыганка. Но вообще значение не про цыганку, ну, наверное, поэтому цыганский пасьянс называется. Прописано лицо. Имеется в виду то лицо, кто угодно. Может быть и новый знакомый, контактное лицо, ключевая персона, официальное лицо. Это тот человек, которого мы недостаточно знаем. Но, может быть, он каким-то образом участвует в вашей жизни. Или приносит вам какую-то весть. Или, ну, как новость какая-то, которая будет связана с человеком, которого тоже вы знаете. Ну, вот есть тут взаимосвязь с некоторыми персонажами. Это так. Просто у каждого будет, конечно, по-своему. Смотрю, что мы тут можем еще с вами соединить. По вертикали, по горизонтали. Не вижу я соединений, поэтому пойдем с вами дальше и давайте мы узнаем. Так что там скоро и неожиданно? Вот прямо так по позициям достанем несколько карт. Колода добра. Создала ее известная художник, таролог, психолог с большим стажем Коллет Барон Рид. Призывает нас, вот у нее значение с позиции позитивной психологии. Поэтому давайте будем добрее, как минимум в наше сложное время, к собственной душе и к самим себе. Итак, что ж там скоро для вас? Ваши решения. Это карта доброго человека, это карта участия. Может быть, вы участвуете в жизни кого-то, но очень часто именно персональные карты, как королева и король воды, говорят о наших близких, о родственниках. Может быть, даже буквально супруги проходят или кровные родственники. Но я тут больше вижу, это вы какое-то решение будете принимать.
Причем, может быть, ваше решение где-то будет граничить, ну, как король воды, да? Это разумные такие мудрые решения, но есть сфера чувств и есть какой-то материализм, материальная основа. Может быть, это у вас и по личной жизни какие-то вам придется скоро, мои дорогие, принимать решения, и одновременно по финансам тоже. Но вам как будто будет либо это нравится, либо это идет в согласии с тем, что вы хотели. Карта интуиции, мои дорогие, Луна. Ну, у вас с Луной свое взаимодействие, потому что это светило, по сути, как ваша планета-управитель. И поэтому, правда, вам интуиция дает правильные подсказки. Кроме всего прочего, это дела дома, семьи, на самом деле, со знаком плюс. Но есть такая подсказка. Избегайте толпы. Вот что скоро. Потому что если даже вы оказываетесь в толпе, обычно я говорю вам, как будто в другую сторону. Мы себя бережем по этой карте. Может быть, вам придется договариваться с разного рода людьми. Вот это значение лицо. Человек, мы еще его плохо знаем. И мы, понятно, не знаем, что там от него ожидать. Поэтому с такими людьми, ну, даже, может быть, и сводит судьба, да, нас с ними. Но пока мы еще не выносим вердиктов, мы просто с ними будем аккуратны. И тогда дважды, трижды слушайте подсказки интуиции. Вы знаете, тут вот это сочетание, наверное, как вас учит, может быть, пространство, вселенная, обстоятельства вашей жизни доверять самим себе. Потому что дважды вот интуиция и то, что происходит в нашей жизни вокруг, возможно, вы об этом думали, но прогнали от себя эту мысль. А здесь вот как раз что-то на самом деле наяву и получается. И вы можете вспомнить свои прежние мысли или ощущения и прийти к выводу, что ведь я уже думал об этом. Или я предполагала, я где-то знала, что к этому идет, но, может быть, отмахнулась от этой мысли и сказала: да, нет, показалось. Нет. Вот вам, видимо, в этот период то, что вам кажется, это вам не кажется. Доверяйте себе. Что скоро? Два короля. Когда в моих раскладах короли, это правда, нам приходится либо быть среди людей, которые могут находиться на другой ступени иерархии, к примеру, официальные лица, какие-то чиновники, договариваться, может быть, и какое-то путешествие по инстанциям. Правда, вот пусть не в этой колоде, но есть такая колода, кто смотрит на других каналах мои видео, особенно на Астро Эспирационе. Я там чаще ее использую, 78 дверей. Так вот, очень четко по аркану Луна, как будто нам двери, да, там в той колоде, открыты двери или закрыты. Вот, может быть, это у вас какая-то такая ситуация, не то открывать какую-то дверь, не то ее закрывать. И вопрос-то ведь стоит в том, что мы должны для себя как будто безопасное место организовать. Вот есть такая подсказка. Но для того, чтобы, может быть, есть то, что мы сохраняем, есть те вопросы, которые быстро не решаются, вот, кстати, и для того, чтобы для себя красивую такую палитру уже решенных событий создать, нам придется договариваться с хамелеонами, словно вот дверь вот эта в будущее. Вместо нашей безопасности будет зависеть от того, как мы сумеем договориться. А с чем это связано? У кого-то напрямую, правда, будут еще, потому что как король кубков, кстати, иногда король земли, это тот человек, который к вам приходит на помощь. И мы по полу карту не рассматриваем, для кого-то из вас это просто тут тоже иногда проходят супруги, правда? Ну, великий консерватор, король земли, но, может быть, это у вас как совет вы будете держать с таким человеком. Вы знаете, вам хочется какую-то завершить либо разочаровывающую ситуацию, либо то, что вот вам буквально надоело. И у вас к этому есть предпосылки, какой-то альтернативный вариант для того, чтобы завершить то, что не просто надоело, а то, что мучает. Вот буквально так. Может быть, это у кого-то вопросы, связанные с жильем. Но вот, видимо, находясь в таких энергиях, ваша сила, посмотрите, многократно возрастает. Вам совершенно необходимо. Карта сила. Это аркан, который говорит о критическом мышлении. А методы, вот, как я сказала, договариваться с хамелеонами. Ведь это, знаете, по энергетике карта похожа на карту мага. Это как серый кардинал.
Есть какие-то обстоятельства, и сколько ты тут не упорствуй, мы их все равно не изменим. И вроде как через дипломатию мы можем для себя какие-то бонусы получить, поэтому мы и договариваемся, собственно говоря. И люди от нас не чувствуют агрессии, ведь лев подчиняется деве именно потому, что он не чувствует агрессии. То есть мы не давим своим авторитетом, мы на чем-то на своем не настаиваем, скорее обходим какие-то острые углы. Ну и правда, бывают персоны, которые с нами не соглашаются. И сколько ты там не доказывай, 1000 раз не объясняй, да все бесполезно. Поэтому не стоит тратить время, энергии, силы, нервы, будем говорить. А вот именно эта позиция, она наиболее предпочтительная, потому что эффект потрясающий. Вот вы тут чем-то можете остаться более чем довольны, потому что может быть какой-то хитрый ход вам придется предпринять, и у вас это получится. В итоге вы в выигрыше. Ладно, что же неожиданно? Как-то так получилось 2. Вот смотрите, тут вы будете явно профильтровывать свое окружение, смело говорю, по 7 огня, потому что чаще всего это чей-то интерес, а у нас тут как будто единорог. У тебя сейчас, словно говорят, рак, на кону что-то очень важное. Причем это важное, оно имеет продолжение на далекий период времени. И если мы сейчас начнем эту энергию распылять в разные стороны, то мы никаких личных рекордов для самих себя не поставим, а тут именно личный рекорд, потому что инакомыслие идет по этой карте, то есть с вами не соглашаются. Вот будьте готовы к этому неожиданно. С вами кто-то не соглашается, а у нас рядом карта будущего. Да не соглашается, и ладно. Флаг ему в руки называется, и барабан на шею. Ну, я шучу, конечно, но я надеюсь, что все понимают мой сленг. С нами не должны соглашаться. Ну, и мы не должны соглашаться с другим. Вот, или с другими с точкой зрения, но самих себя сохранить. Вот этот аркан Луна, который вверху нам выпал, он как раз и говорит: отступи полшага назад, потому что вот ваша настойчивость, она преодолеет все преграды. И то, как видите вы, а вы люди интуитивные, а другие, они этого не понимают и не видят, и вообще не могут понять, откуда эта такая мысль пришла. И вам от этого важно не отказаться, ведь, мои дорогие, от какой-то вашей мысли, идеи, инсайта будет зависеть ваше будущее. Потому что следующая карта именно будущее. Как будущее у вас уже на пороге. И мы тут можем преодолеть не потому, что через доказательства, да, по этой карте, а потому что мы просто в каком-то конфликте не участвуем. А по 7 огня или 7 жезлов я всегда говорю, нас буквально кто-то пытается достать, но, видимо, вам, как этому единорогу, какие-то хитрые ходы, умные, мудрые. Кто знает, где заканчивается мудрость и начинается хитрость, никто не знает. Очень тонкая грань, поэтому вот и будьте где-то на грани между мудростью и хитростью, потому что другого-то не остается, аркан силы. Что же неожиданно? Король воздуха. 3-й король. Правда, тут у кого-то из вас либо чиновники, либо какие-то третьи лица, третьи стороны, какие-то согласования. Ну, хотя по этой карте иногда допускается, что, допустим, вы хотите какой-то свой проект осуществить, и вам нужно поступить по закону, потому что это всегда тот человек, который действует в рамках либо закона, либо в рамках приказа, живет по приказу. Почему по этой карте бывают у нас и люди в погонах, или люди те, которые, ну, занимают высокий пост, да, там ведь тоже человек работает по приказу. Вот ему поручило государство, будем говорить, в рамках его полномочий действовать. И вот от и до. Больше он не сделает. Поэтому, может быть, и вам придется где-то договариваться. Иногда врачи проходят. Врачи тоже работают по протоколу, мои дорогие. Поэтому вот, ну, тут есть определенная вот как какая-то колея, и вам нужно туда вписаться. Или по закону что-то сделать. Но вы можете сами обращаться к юристам или адвокатам, чтобы понимать, как в отношении вас работает закон. И я не исключаю, что это человек, который рожден под знаком зодиака стихии воздуха. Близнецы, весы, водолей. Или это имеет там асцендент. А может быть, это вы даже сами. Вот в таких холодных мыслях, рациональных энергиях, когда по-другому просто невозможно. И вы словно перевоплощаетесь, потому что
И я бы сказала, тут ведь и не до эмоций, мы с вами тоже об этом говорили, что же неожиданно. Хотя для кого-то из вас это может быть, как вы получаете какое-то известие. Да, тут вестник огня, это у нас всегда, ну, как знаете, либо новость мы получили, и нам приходится либо куда-то срочно поехать, переключить как будто наше внимание на что-то другое, или корректировать планы. Может быть, даже и есть те вехи, которые отменить вы не можете. Вот посмотрите, венок из свечей, то есть планов громадье, это точно. Как все это совместить, как это все уложить в какие-то временные, может быть, рамки дня, недели. Вот вы будете об этом думать. Но тут вестник огня, он всегда немножко на своей волне. По сути, вестник– это рыцарь жезлов. И я всегда говорю, будь готов к неожиданностям. Вот, а мы у нас вопрос, что неожиданно? Так вот, какие-то неожиданности как будто будут. А с чем это связано? С какой-то длительной паузой, с каким-то ожиданием. Либо вы сами будете это завершать, либо, может быть, это, знаете, как приходит какая-то весть, и вам это нужно таким образом обдумать или решить. Да, тут без критического мышления и, наверное, без вот этих манипуляционных технологий не пройдет дело, потому что тут нужно словно выйти из, ну, какой-то паузы. Вот это совершенно необходимо. И я ведь должна сказать 2 четверки. Вот я говорила. То же самое где-то подтверждает. И выход, он, знаете, это вот именно интеллектуальный. Вот интуиция, что такое интуиция? Мы часто думаем, что это какой-то там, ну, глубокая философия. Нет, это интеллект и прежний опыт. Прекрасный тандем. Когда опыт– это уже то, что мы пережили, когда мы точно знаем, куда мы не пойдем, да? А интеллект– это не на уровне шаблона, а это какая-то другая альтернативная ситуация. Поступать тут тоже как-то надо альтернативно. Вот смотрите, вы можете решить какой-то финансовый вопрос, причем тот, который долгое время стоял на паузе, может, это будет связано с какой-то новостью, которую вы услышите. И это откорректировать придется вам ваши планы, чтобы не упустить какое-то время. Шестерка Земли– это словно высшие силы помогают. Вообще, это карта финансового успеха. Для кого-то из вас карты подсказывают, будь аккуратен с деньгами, потому что вам-то сейчас высшие силы помогают, или как судьба сама помогает. Но карта имеет, как любая, пусть не в этой колоде, но тем не менее. Рука дающего завтра может стать рукой просящего, поэтому эта карта работает как в одном направлении, на аккумуляцию, когда мы принимаем, может быть, э, те возможности, которые идут в нашу жизнь. Или как-то грамотно их распределяем. Не тратим буквально, может быть, финансы, но на импульсе. Потом мы себе точно скажем спасибо. Не даем деньги в долг, например. Вот такой момент. Поэтому тут вам, вот как этому единорогу, нужно быть действительно на своей волне. Давайте мы спросим, а к чему это все идет? Вот так. Вы знаете, карта императрицы, я часто говорю об этом, это символ нового «я». И именно в этой колоде нам говорят, что мы в себе уверены, как будто, понимаете, эта уверенность, она не проистекает из самонадеянности, а это когда мы понимаем, что нам придется какое-то дело в одиночку совершить. Но вот, наверное, самодоверие самому себе– это решающее какое-то ключевое значение ваше имеет. Потому что по этой карте я обязательно получу поддержку, как только начну обновление своего «я». Но мы уже об этом тоже с вами сказали. Конечно, у кого-то в реальной жизни вопросы семьи, дома, буквально место вашего проживания. Для вас, мои дорогие девочки, для кого это актуально. И по возрасту, и по поставленным целям. Это материнство, забота о ком-то, да, ведь она императрица, она именно заботится о своих любимых, близких. Может быть, для кого-то из вас, как я жду ребенка, да, опять же, сообразно возрасту перекладываете на себя. Мои дорогие мужчины, важная женщина в вашей жизни. Она, конечно, может быть кем угодно. Может быть, это и любимая женщина. Но вот вам, императрица, понимаете, это настолько гармоничный человек. Вот вы сейчас
как и ресурсный, так и гармоничный. У вас и правильные мысли, и есть реальной жизни возможность как-то стабилизировать, обустроить, да практически любую ситуацию. У вас, посмотрите, аркан силы, шестерка земли и одновременно аркан императрицы. Стоит только захотеть, и если правильно свои желания переложить на реальность, поверьте, вы найдете 1001 способ, как и договориться, так и действовать. Потому что тут сочетается, да, вот где-то и императрица, и если мы говорим, это и забота, и любовь, и участие, верность, безусловно. Но это еще и материализм тоже. Никуда не денешься. Ну, наверное, как вот у короля кубков. Просто это старший аркан. И он всегда говорит о внешних событиях. Поэтому, что бы мы тут ни слышали, может быть, даже если какая-то часть дорог закрывается, да, значит, немножко перестроить себя, несколько по-другому организовать, может быть, наши планы, ну, какие-то сроки пересмотреть, это необходимо. Но тогда для вас больше возможностей, мои дорогие. Перекладывайте на себя, а я вас благодарю за то, что вы смотрите мои видео и за ваши добрые душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылки в описании под видео или в описании канала. Я создала телеграм-канал, где попыталась соединить контент с 3 моих YouTube-каналов, а также новые записи с сайта. Может быть, кому-то из вас это будет в одном месте, удобно. Переходите, подписывайтесь. Я буду искренне рада. А я вас люблю. И вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.